Приветствую вас на канале Раисы Греченко, дача, сад, огород, цветы, подсказка и ответ на вопросы. Если вопрос звучит уже около 10 источников, тогда я начинаю говорить. Как вы думаете, что это у меня? Это как раз вот вопрос. А вопрос состоит в том, можно ли сейчас уже использовать дрожжи, любые дрожжи. У меня вот это хлебопекарские, сухие. Они бывают разные, прессованные. Можно ли сейчас в открытом грунте использовать дрожжи для подкормки? Вот еще у меня вот такая вот пачечка. То, что у меня в холодильнике есть, вот я вам показываю. Я хочу вам ответить очень коротко. Когда почва холодная, забираем. Растения просто-напросто не смогут усваивать. Вспомните, пожалуйста, кто занимается кухней и готовит тесто. Какая температура нужна для того, чтобы дрожжи работали? Это первое важное условие. Если же температура холодная, тесто сидит на месте и никакого движения нет. Сами дрожжи – это движение, это рост, это возможность переработать органику. И вот это второй момент. Если нет у вас органики в земле, просто вы польете суглинки или глину, откуда там возьмется вот эта подкормка. Да, там какие-то есть нужные, очень мало вещества, которые может использовать растение корней при соблюдении условий температуры. Но важное условие всегда, не думайте, что просто купили дрожжи и дрожжами закрыли все вопросы. И будет, как писали тоже раньше, очень не было популярное, прет изо всех сторон, только собирай урожай. Не будет этого, попробуйте, я уже это делала. Нужна обязательно подкормка и нужна температура почвы. И температура, естественно, хорошая, благоприятная для каждой культуры. Это своя температура для того, чтобы растения могли вегетировать, могли развиваться, расти. Итак, я ответила на вопрос по поводу дрожжей. Не спешите закрыть все вопросы дрожжами. Вы только испортите почву, закисите почву. После использования дрожжей я заметила такую тенденцию. Почва становится как будто бы пластилин. Вообще дыхания нет. Поэтому остановитесь с применением дрожжей, не закройте в этот вопрос. Зеленые удобрения, теплая почва, вот то, что дает возможность, а уже в июле, в августе, вот тогда можно использовать полным ходом и дрожжи. Но снова же это не каждый день и не каждую неделю. Это определенное количество, допустим, раз в месяц, вот это будет нормально. Раиса Греченко, Александр Волик ответили на ваши вопросы по поводу дрожжей. Мы прощаемся до следующего видео. Всего самого доброго вам. До новых встреч в новых видео. Счастливо вам, удачи.